6 дней ждала я Лаврентия решения судьбы своего дальнейшего путешествия. Меня проверили и убедились, что я не сообщница Ликая. Военные учения «Восток-2018» закончились. Но окончательного приказа о моем выпуске на маршрут так и не поступило. Вот это да, похоже, это кусочек кита разделанного. А что это на нем? Не тяжелый. Вот это да, никогда не видела. Валянус. Шачок. Это позвонок. Какой-то тяжелый. Не поднять. Ничего не найдешь только на берегу залива Лаврентия. Поселок Лаврентия. На берегу Берингового моря, Тихого океана. Целый скелет, кусок позвоночника. Вертолет, который сел, чтобы забрать меня в тундре, сел прямо над моей палаткой и порвал ее. Винты поднимали сильные порывы ветра. И вот крыша моего дома, которая служила мне верой и правдой столько лет, и весь этот поход порвалась. Ну вот я сейчас зашила. Еще летели котелки, вернее котелок один маленький, мой любимый, которому было уже не помню сколько лет, сколько марш-бросков он прошел. Сейчас вот делаю новый из консервной банки, чтобы здесь варить кашу, потому что здесь только чайник. Ну вот нашла на побережье кусочек проволоки, сделаю ручку. Горелка у меня есть, сейчас буду варить рис. А так продукты-то мне приносят, и я могу сама покупать. Так что едой я обеспечена. Не очень хорошая крышка получилась, но вот такая. Ну, все нормально. Залив Лаврентия. Я все-таки выхожу на маршрут, но без лодки, чтобы не возникло подозрений, что я могу перейти границу. Сейчас, после того, как перешел Ликай, здесь проводится мероприятие, и я иду пешком. Удлинился мой маршрут, но надеюсь, что хватит у меня сил дойти до мыса Дежнева. Я ухожу на свой страх и риск, без разрешения пограничников. Вас там все равно остановят, предупреждали они. Но я не могу больше ждать. Я должна идти, пока еще стоит погода. И пока я совсем не обессилила от нервного напряжения и вынужденного бездействия. Какие скалы тут на берегу встречаются, выходы. Ну вот он, поселок Лаврентия. Меня обещали довести хотя бы вот до этой точки в заливе на моторке, но не вышло. Я рассчитываю выйти сюда сама, потом пройти снова через перевал Рыч-Ватаран, и чтобы попасть в ту же точку на озере Колен, откуда меня сняли с маршрута. А дальше буду идти на мысу Дежнева, не заходя в Уилен, сразу на мыс Дежнева хочу выйти. Вернее, даже вот сначала сюда, на памятник Маяк Дежневу, который стоит вот здесь вот в бухте. Напрямую от Лаврентия здесь, наверное, вот если напрямую смотреть, здесь, ну, чуть больше 100 километров. Через пролив, если здесь переплыть, если бы меня перевезли на моторке, здесь километров 8, здесь оставалось бы, конечно, меньше идти.
Но так как это невозможно, я иду своим ходом в обход, и весь путь теперь должен занять около, ну, здесь, наверное, порядок 140 километров примерно, наверное, так. Ничего себе! Вчера после китовой охоты мне не удалось снять кита, потому что у меня сел аккумулятор. А вот тут кита выкинуло. Ничего себе! Вот это да! Вот это да! А мы вчера поменьше добыли серых китов. Во какой! Вот это да! Да, ничего так кит, большой, да? Вот такие тут водятся, и на таких охотятся морские охотники из Лорина и Лаврентия. И я вчера охотилась. Да-да, дальнего конца залива еще далеко. И там он непонятно как, берега крутые. Прям к воде опускаются. Можно ли будет там пройти, не знаю. На душе ощущение не очень приятное, потому что ушла, в общем-то, не дождавшись, когда там кончатся переговоры. На мой счет добра сверху не получено. Но мне надо дойти до мыса Дежнева. Буду идти. Надеюсь, что не остановят. Да, в такую погоду вполне можно плыть по заливу. Но меня такого удовольствия лишили. Вот вылезла на какую-то локальную вершинку. Тут даже тур стоит. А у меня даже карты на этот участок нету, потому что здесь не собиралась идти. Не знаю, что за вершинка. Но вот сейчас от меня убежал медведь, и я очень обрадовалась. Близко совсем встретились. Раз медведи здесь ходят, значит людей нет. Люди самые страшные враги. Оказывается. Вот такие вечерние виды, моросит дождик, но почти нет дождя, ветра. Вон оттуда я иду. Там горло залива Лаврентия. Да, думала, тут перевал будет у меня последний. А тут, похоже, придется полазить вверх-вниз. В обход придется идти. Ну ладно, ничего. Главное, погода, чтоб стояла такая хорошая. В заливчике балок стоит. Не, на берегу здесь все-таки опасаюсь вставать. Да и медведи тут ходят. Лучше я в тундру поднимусь чуть повыше. Наконец-то я снова встречаю рассвет палатки. Ясное небо, денек обещает быть хороший. Да, путь в обход здесь такой не близкий. Сейчас вот поднялась наверх, по тундре заболоченной прошла, вездеходку даже видела. Но вот сейчас подхожу снова к заливу. Я снова спускаюсь к заливу Лаврентия, к воде. Да, красиво, конечно, здесь. Тоже настоящий фьорд. Вот это ближайший мыс скрытый. А вот тот дальний мыс Индрениуса, тот дальний выдается таким длинным полуостровом и издалека скрывает ближайший мыс. Похоже, можно идти вдоль берега. А мне еще самый дальний конец залива. Еще идти. Да, ночь на природе, рассвет над заливом, восход солнца, которое наблюдало из палатки. Все это здорово восстановило меня. Хоть фактически спала я всего часов 5. Вышла, когда еще не было и 6. Рано они не ходят, радостно думала я, и совсем потеряв страх, решила идти вдоль воды. Спуск здесь крутоватый, придется по распадку ручья спускаться. Прям такие камни еще сейчас влажные. По крутому обрыву, по осыпям, где я совсем не собиралась, заставили лазить.
50-летнюю женщину. Не стыдно. Так бы загребла бы мыса Дежнева. Вдоль берега, слава богу, ходят только мишки. Ну, редкие путешественницы. Сколько их тут. Хорошо, что вдоль берега можно пройти, а то я думал вторую шубку облизать. На мысах тут тоже не сахар ходить. Крупные камни качаются, скользкие местами. Но ничего, это лучше, чем еще по тундре верхом облизать. Пройду. Похоже, мне везет, что сейчас отлив, а то так я здесь бы, не знаю, как бы шла. Ну вот я попала. Здесь выше болотников, здесь уже пролезла. Придется купаться. Но, надеюсь, не по пояс, чуть меньше. И что там, главное, не знаю, за этой скалой. Там тоже нет прохода. Вот так вот. Такие приключения бывают. А вот мне приходится возвращаться. Чтобы кто-то там свою задницу не подмочил. Перестраховались, чтобы я не перешла границу. Без лодки иду. И вот попадаю в прижим. Свою задницу мочу в ледяной воде. Не прошла тот прижим, он непроходимый. Я ведь оставила гидроснаряжение вместе с лодкой. Поэтому мне пришлось реально разгуливать в воде по пояс. Нагишом. За скалой были новые скалы. И пока ноги не потеряли чувствительность окончательно, я приняла решение повернуть назад. Поднимаюсь в тундру. По тундре везде можно пройти. Ну и вот снова милая сердцу качкарная тундра с рыхлинами и колдобинами. Но все равно, если она жесткая достаточно, нормально пройти можно. Что я и делаю, в общем-то. Вот здесь, идя по этим крумам, я услышала звук моторки. 2 катера шли по заливу. Это по мою душу, подумала я сразу. Конечно. Я легла и притаилась. Что мне оставалось делать? А через несколько минут полетел вертолет. И вот тут мне стало ужасно. Просто ужасно. Я лежала в камнях, не дыша. Мимо меня в 5 метрах пробежала лиса. Она не видела меня. И я подумала, что я такая же лиса в своей оранжевой штормовке. Если бы вы знали, как мне страшно было пересекать вот этот открытый распадок. Я шла по нему как на ладони, как под обстрелом. Скорее, скорее, на ту сторону к скалам, чтобы хоть как-то укрыться в их тени. Теперь-то я больше не выйду на берег залива. Вот этот мыс я не смогла пройти, там скалы. Но настроение у меня повысилось. Я ощутила себя в шкуре партизана. Да, классно здесь на перешейке полуострова. Такая хорошая горная тундра, очень легко идти. Впереди сейчас уже откроются новые виды. Совсем уже недалеко осталось до конца залива. Какая же гладь в заливе Лаврентия. Вот это остров Бенета. Лишили меня такого удовольствия выгребать по этому зеркалу. Ну, не по этому, по Каленскому. Там тоже сейчас, наверное, нет ветра. Ух, красота. Я уже вошла в карту двушку. Хорошо понимала, где я нахожусь, и спланировала дальнейший маршрут таким образом, чтобы идти по узким долинкам ручьев вдали от залива. Замечательное обеденное место. Ручья. Дрова появились. И виды замечательные. Ну, а теперь я костер уже не развожу, готовлю на горелке. От азарта у меня появился хороший аппетит. Я дойду до мыса. Красив залив при вечернем освещении.
А заяц уже побелел. Последний запланированный перевал я прошла уже в сумерках и спустилась в узкую лощину ручья, где был куст. На его дровах я сварила мясо. Еще не рассвело, как я услышала шум вертолета. Неужели они летают и ночью? Найти меня в этом ущелье невозможно. Но вертолет приземлялся. Наверное, у них есть тепловизор. Всем телом я ощутила вздрогнувшую от посадки землю. В ужасе я проснулась. Рядом мирно журчал ручей. Мне это приснилось. Я скатала мокрый от росы тент и выскочила на маршрут. Снова у меня красивая дорога по тундровым лужайкам. Ничего, ничего. Я успею. Я должна пройти перевал до полудня. Вряд ли вертолету дадут приказ на вылет раньше. Ведь там на водоразделе совсем нет кустов. Я должна успеть. Иду уже от залива Лаврентия к перевалу своему. Второй раз буду проходить перевал Рычевый таран. Уже недалеко отсюда до него. Вот в этой долинке тут деревья. Однако речка тут широкая. Как мне переправляться через нее? Ну ладно, придется идти выше. Я думал напрямую. Ну а вот это неожиданный подарок. Речка мелкая оказалась, широкая, но здесь песками все намыло, вон в болотниках перехожу. Да, я так вышла, думаю, проверю, пойду дальше. Не, нормально. Так что, ладно, быстрее дойду до перевала. И до мыса Дежнева, соответственно. Да, теперь я точно знаю, что такое алый цвет. Это цвет Арктоуса осенью в горной тундре. Несколько раз шум ручья вызывал у меня слуховые галлюцинации. Мне мерещился вертолет. Я спешно ныряла в низкорослые кусты, заматывала портянкой трубу весла, чтобы металл не отсвечивал, и лежала, вжавшись в землю, наблюдая за небом. А потом мне надоело бояться. Я съела побольше печенья и ускорилась по открытой тундре к перевалу. Ну вот я снова прохожу перевал Рычевый таран. Сейчас здесь видимость. Прошла чуть выше, где меньше кочек. Вон вдали уже виден тот балок, который я тогда в тумане не сразу увидела. Вон он. И скоро там уже спуск начинается к Алену. Да чё ж красивая долина Нгуэмы. Прошла неделя, как я здесь проходила. А что-то все-таки все изменилось. Все стало желтее. Осень чувствуется. Наступает. 3 часа после полудня я лежала в кустах у ручья. Здесь узкая долина, и я понимала, что заметить меня сверху очень просто. Кусты уже порядочно облетели, сквозь них просвечивало небо. Мне было не очень спокойно. Я вскипятила чай на горелке, но после еды заснуть так и не смогла. Здесь, в кустах, с наветренной стороны, на меня случайно легко мог набрести и медведь. Снова смуглая рыба, кита, ждет медведей. Вот я снова выхожу на берег озера Кален. Итак, я продолжаю маршрут. До мыса Дежнева остается 80 километров. За сколько дойду, теперь уже даже не загадываю. А на озере волна. Здесь, на старой стоянке, я чувствовала себя преступником, вернувшимся на место преступления. С утра я снова покинула свой лагерь очень рано. В кострище я нашла свою ложку. Она давно была подарена мне мамой, и я очень обрадовалась, что нашла ее снова.
Еще нашла 2 крышки от котелков. Но котелок свой так и не нашла. Я даже провела следственный эксперимент. Выкидывала новую консервную банку котелок в ручей. И, как ни странно, котелок приземлялся на днище и уплывал по ручью. Да что там, нечего привязываться к вещам. Хуже, что поднялся северный ветер. Идти против него тяжело. Под облаками показался мой перевал на реку Рыбную. Вообще, что-то я теряю силы. Не пойму от чего. Вроде ем много. Наверное, это моральное утомление. А впрочем, я в чем-то даже рада такой погоде. Наверняка в такой ветер и облачность вертолеты не летают. Я даже осмелела и, спрятавшись от ветра под береговым обрывчиком, развела костерок и попила горячего чая на пути. Да, я поймала и рыбу. Снова крупного гольца. Половину взяла с собой, а половину оставила в дар медведушке. Кидаю в озеро. Перевал уже близок. Но в горы ноги уже еле идут. Мостовая на подходе к перевалу. Дождик заморосил. Вечер уже. Ну что, прорвемся? А на озере все заволакивает. Я почти на перевале. Сейчас начнется спуск. Что-то очень мне тяжело. Что-то этот путь к мысу Дежнева так растянулся, что у меня силы уже просто покидают. Мне бы спуститься хотя бы до реки. До воды. Так хочу дойти до мыса, что просыпаюсь в 3-4 утра. На рассвете, но сегодня был туман. Я не могла идти рано, и спать тоже не могла. А сейчас я иду что-то. Ну ничего, дойдем. Самое сложное, конечно, установить на сильном ветру палатку. Вон даже пламя пляшет. Я накрыла стеклотканью, кружка на горелке. И все дергается. Ну ничего, ветер ровный. Палатка стоит. Надеюсь, выдержит. Я же еще переживаю, она у меня заново ремонтированная. Сегодня ночью был очень сильный ветер, такой, что трепала палатку. Я прям боялась, честно говоря, что порвется, и я тут не выживу просто, потому что еще морось шла холодная. Северный ветер, очень похолодало. И я была вчера очень уставшая, но, слава богу, палатка выдержала. И я сегодня долго спала, до 8 аж. Ну, несколько раз, конечно, просыпалась. Обычно-то я просыпалась в 4, в 5 утра и быстрее шла. А тут наконец-то восстановилась. Вот такая стояночка в безлесье. А восстанавливаться мне помогает китовое мясо. Мясо кита. Ну, настоящего, не рыбы киты, а кита. А такое крупноволокнистое. Жестковатое, правда, его приходилось долго варить, но я на костре варила. Еще у него очень вкусный и питательный жир. Вот эта кожа кита, вот, она вот такая вот. Вот это вот жир, а вот это сама прям кожица. И все это естся. На вкус напоминает, ну, нерпичий сало немножко напоминает. Очень вкусная. С кашей великолепно. А еще я тут выступала перед местными жителями в поселке Лаврентия, в библиотеке. Мне подарили кучу сладостей. Печенье, вафли, конфеты. Вот на этом и иду к мысу Дежнева. Осталось совсем чуть-чуть. Ну вот облака уже поднялись, а то все было здесь. Все было в тумане, в облачности, ветер уже ослабел очень сильно, вообще практически нет.
камни меня спасли, большие, угловатые. Боялась, что об них порвется палатка, но ничего, выдержала. Выдержала она штопанная у меня теперь. Все нормально. Сегодня у меня получился марш-бросок. Даже не снимала. Вот под вечер я вышла на вездеходку. По ней немножко пройду. Да, тяжело местами идти. Снова тундра заболоченная. Но я стараюсь выходить на сопочки. Надо спуститься туда в долинку. Там ручей, там стану. Так остается еще больше 30. Не знаю, успею завтра. Очень выматывает северный ветер, сильный, холодный. Хоть плюс 8, но когда ветер, очень холодно. И он толкает, не дает идти. Почти встречный. Я продолжаю путь, переночевав в этой речке. В здешних тундрах ходить по вездеходкам — это не очень приятное занятие. Они идут по заболоченным местам, а вдоль речек вот тут вот более-менее жесткая тундра. Нормально. Надеюсь, сегодня, возможно, дойду до мыса Дежнева. Ветер все так же северный, но дождя и мороси нету. Здесь вот опята растут вот так вот просто среди тундры всяких деревьев. Очень вкусно пахнут, но не знаю какие. Уже впадает море, океан тихий. Впереди показались самые восточные горы нашей страны. Вот там сопка, где мыс Дежнева, 740 метров над уровнем моря. На вершине ее в облаках пока. Мне осталось дойти до этих гор и перевалить там, и я буду на мысе. Качкарник, заболоченная тундра, Пушица. Но сейчас скоро я уже выйду на побережье, там будет лучше. Вот я на кромке океана. Здесь есть плавник, из которого, если что, можно костер развести и согреться. Когда я шагала вдоль кромки океана, я оглядывалась назад и видела вдали большой корабль. Через некоторое время он сместился относительно мысов. «Не придумывай», — говорила я себе. «Это мысы перемещаются относительно моего движения. Никому ты не нужна на этом корабле». Но через некоторое время корабль был у меня на траверзе. «Ладно», — успокаивал я себя, — «это же не вертолет. Шлюпки ведь еще не идут к берегу». Оттаивает вечная мерзлота, и вот что только тут. Это же огромная такая. Ого. Тут всякие валяются. Вон, сколько их. Ничего себе. Может, это какие-то исторические. Вон, что только не вытаивает тут. Вот это да. Ну, всякие тут, наверное, кита. Может, еще какой-нибудь палеонтолог. Это надо в музей ледниковый период. Там разберутся, что это за кусочки. Ну вот, я уже и на подходе к мысу Сфинкс. За ним еще пара километров и старый поселок Дежнева. От него 16 километров до мыса Дежнева. И так я могу успеть и сегодня. Не пойму, медведь спит или не медведь. Прямо у меня на пути, блин. И не обойдешь, главное. Ветер дует на меня. Можно его, конечно, обойти слева по тундре. Но тогда он может проснуться. Да и по тундре идти неохота. А справа это особь. Ну вот, я его почти обошла. Сейчас попробую в этот кулуар залезть. Ну, очень страшно. Вон он, черный, спит. Чай хотел скипятить здесь, перекусить на горелке. Здесь воды нет. Ладно, дойду до поселка Дежнева разрушенного. А вот этого я боялась больше медведя. Меня сейчас так трясло. Он прошел надо мной. Ужас. Это
такое не передать ощущение ужаса. Вертолет вынырнул с материка, и он шел прямо на меня. Только корабль мог дать на него наводку. Ладно, в случае чего я пойду к медведю. Пусть попробуют взять меня около него. Но случилось чудо. Вертолет ушел к мысу. В старом поселке Дежнево был погранпост. Командир пограничников вышел мне навстречу в одиночку. «Марина Владимировна, я понимаю, как вас все достали, но скажите, куда вы идете?» – спросил он. «Я иду на мыс Дежнево». «Марина Владимировна, мы вас не задерживаем, мы вас пропускаем». Мне осталось перевалить вот этот перевальчик, и там еще один отрочек маленький, и все, я выйду к маяку Дежнев. Перевалила. Внизу показался Берингов пролив, стык двух океанов. О, вон там. А там вдали наш остров Ратманово виден. Вот пройденный перевал. А чтобы спуститься к маяку Дежнев, надо еще один перевал перевалить. Вот уже переваливаю, там буквально в километре маяк Победа. Я уже за перевалом. Сейчас я его увижу. Вот он! Все! Маяк! Маяк! Маяк Дежнев! Все, на подходе. Сегодня, 24 сентября, я достигла мыса Дежнева. Дошла от мыса Шелакского до мыса Дежнева. На самом деле географический мыс. Он находится в 7 километрах севернее отсюда. Здесь маяк, памятник Дежнева, но он символизирует мыс Дежнева. В этой победе мне помогла книга, которую принесла от мыса Шелакского из библиотеки Янранай поселка Шелакский. Только победа и жизнь. Это про героический подвиг наших людей во время Великой Отечественной войны. Я рада, что я прикоснулась к этому духу и к духу первопроходцев и открывателей. Сила духа доведет до любого мыса. К самому мысу Дежнева не спустишься, там скалы отвесные, поэтому вот здесь вот этот маяк, и сюда приходят люди. К самой восточной точке России, Евразии. Вот так вот. Почти 3 месяца я шла сюда. С 28 июня я покинула дом. И вот 24 сентября. Фантастика! Фантастика! Дошла. Кто бы мог подумать? Я сама немножко сомневалась иногда. Ночью была полная луна. Она освещала окрестности. Лунная дорожка шла по океану. Я любовалась этой красотой, была счастлива. Утром солнце зашло не из океана, но это не омрачило моей радости. Бывшая метеостанция Наукан. Вон там, вдали мыс Дежнева. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, 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 мгновения. Я никогда не забуду эти 17 мгновений чукотского лета. Невозможно забыть Чукотку. Если ты даже видел ее всего один раз, она отнимает твое сердце. И навсегда.